Всем привет, с вами Дэн и Фарер. Один из двух, на мой взгляд, лучших британских брендов. И на канале, конечно же, уже бывали Фареры, и в том числе те часы, которые мне подарили подписчики из чата в Telegram. Кстати, обязательно присоединяйтесь к Telegram. А сегодня у нас вот новиночка Фарера. Я очень рад, конечно же, показать вам этот британский бренд, потому что всегда крутое соотношение цена-качество. Так, ну давайте сначала, значит, у нас здесь есть тряпочка, здесь есть карточка гарантийная и вот такая вот инструкция к модели Explorer. Очень приятный у них кейс, который можно использовать и как travel кейс, который можно использовать и для хранения часов. Это, конечно, здорово, приятно исполнено. Но, естественно, главное это, конечно же, часы. И давайте... Опа! Вот что сделаем. Итак, Фарер, линейка Пилот. И конкретно эта модель называется Bradfield. И это очень интересные часы, как это обычно бывает с Фарером. Потому что, например, это антимагнитная модель. А ведь сейчас, когда везде очень серьезное воздействие магнитных полей в современном мире, как мне кажется, антимагнитная — это одна из таких важнейших функций, которые, в принципе, было бы прикольно иметь в своих часах. И вот, например, как эти Фарер Bradfield, почему бы и нет. Ну, давайте коротенько по характеристикам сразу пройдемся. Значит, антимагнитные, как я уже сказал. Здесь швейцарская суперлюминова. Здесь такое чуть выпуклое стекло сапфировое с внутренним антибликом и с внешним антибликом. И для пилотских часов, ну, для пилотской стилистики, это, кстати говоря, очень даже важно. Дальше. А здесь корпус из стали 316L, внутренняя клетка Фарадея есть, да, как раз поэтому они антимагнитные, и защита до 500 Гаусс, в 8 раз больше, например, чем требует сертификация по ISO 764. Вот защита традиционная такая пилотская, 50 метров, но в принципе руки помыть, под дождь попасть и ничего с этими часами не будет. Внутри стоит Sellita SW200 версия Elabor, то есть уже такой крутой версии. Ну и что еще сказать, конечно же, традиционная вставочка из бронзы на заводной головке в этих часах. И если говорить про цену, то $895 ритейл, если их брать, конечно же, в Англии. Но, сами понимаете, сейчас заказать часы из Англии невозможно напрямую, поэтому есть специальные возможности, можно воспользоваться разнообразными посредниками. И, например, эти часы конкретно привезены магазином «Часовое хобби». Ссылки, кстати, оставлю в описании ролика. Думаю, многим пригодится, потому что очень многие спрашивают. Сервисов много, а доверять, как говорится, мало кому можно. И спасибо покупателю этих часов. К сожалению, не знаю, как его зовут, но он любезно решил дать мне их на обзор, за что ему особенное спасибо. Так вот, часы привезли «Часовое хобби», и заказ прост. Пишите в чате, присылайте референс или ссылку на часы, и дальше вам озвучивают цену под ключ с доставкой в Россию. И в группе Telegram у них очень много отзывов от реальных клиентов. Ну и особенный ништячок — это, конечно же, скидка 5% по промокоду GITAT. Не забывайте писать при вашем заказе. Ну что ж, вернемся к нашим Фарер Bradfield Pilot. И, конечно же, нам пора уже измерить размеры, потому что здесь очень важный есть момент. И сейчас о нем расскажу. Смотрите, да, у нас корпус 39,8, ну, считайте, 40 миллиметров. Высота, с учетом того, что стекло чуть выпуклое, 12,4. По ремешочку 20 и от ушка до ушка 45,4. И Фарер на сайте заявляет, что толщина ранта здесь всего около 2 миллиметров. Именно поэтому часы немножко больше смотрятся, чем они есть на самом деле. Да, посмотрите, здесь рант, его практически как будто бы и нет. И с точки зрения размеров, с точки зрения читаемости, это очень интересное решение. То есть все внимание, а у нас же модель такая, она в пилотском стиле,
все внимание именно на циферблат, на читаемость. И посмотрите, здесь две контрастные стрелки. Часовая, минутная, разной длины. И что самое интересное, здесь еще и циферблат. Казалось бы, да, пилотские часы всегда он такой плоский достаточно. Но нет, Farreer сделали трехмерный такой объемный циферблат. Здесь щедро покрыто люмом и метки, и стрелки, и кольцо минутной разметки. А кольцо минутной разметки здесь они еще специально вынесли, да, на такую отдельную шкалу. Внутренняя минутная разметка у нас получилась. У нас есть часовая разметка, здесь такие объемные трехмерные метки накладные. Есть еще и по краям и железная дорога. И в этом плане, конечно, интересно. Особенно, когда вы смотрите на них ночью, когда люм светит, это прям пушка. Ну и с точки зрения читаемости здесь все интересно. И с точки зрения насыщенности циферблата и вот такого его интересности, если вы позволите мне это слово, здесь, ну, реально сделали пилота, что называется, вот не как всегда, не как у всех. Потому что обычно пилотов бывает два вида. Это либо супер перенасыщенные такие а-ля современные пилоты, где куча всяких индикаций, но трудно что-то считывать. Либо это, в принципе, немецкие флигеры, классические, традиционные. На этом все. Farreer сделал нечто свое. Да, эти часы могут понравиться, могут не понравиться, но согласитесь, они достаточно серьезно проработаны. Здесь с точки читаемости, здесь с точки зрения люма, здесь, в конце концов, даже с точки зрения эстетики, и вот этот объемный циферблат, это тоже интересно. Посмотрите, да? Объемные здесь часовые метки. И кольцо с люмом как раз, оно уходит вниз. И получается такой многосоставной циферблат, очень даже интересно реализованный. И плюс за счет того, что они делают разные оттенки по цвету на циферблате, это еще в плюс дает к читаемости, когда мы смотрим на эти часы днем. Ну и люм, как я уже говорил, здесь, конечно же, просто бомбический. Ну, я вам про размеры уже много чего сказал. На моем запястье 18,5 в обхвате. Часы смотрятся, как я уже говорил, чуть больше, чем они есть на самом деле. То есть, какие там, да, 39 с небольшим, 40 миллиметров. Они выглядят чуть больше. Мне кажется, они даже выглядят где-то на 42 в реальности, да. Но на самом деле эти часы 40 миллиметров, даже чуть меньше. И ушки здесь достаточно короткие. Они, наверное, хотели здесь сделать что-то такое длинное, узкое в немецком стиле, но, как я думаю, поняли, что не стоит, потому что тогда это был бы какой-то уже перебор. А так, вот в этом размере часы просто идеально ложатся на среднее запястье. Я думаю, что даже вот на где-нибудь 17,5 они прекрасно сядут. Ну и на любое крупное запястье будет прям в самый раз. Ну и не забываем, что пилотские модели, в принципе, они всегда немножко склоняются к такому оверсайзу. Поэтому вы можете носить их даже с небольшим запястьем. Это будет тоже окей. Приплюснутая луковичная головка нам напоминает, опять же, что это такой немножечко винтажик. Ну и, конечно, вот сам корпус. Да? Посмотрите, высокий рант у нас получается, сатинированное кольцо. Дальше основная часть корпуса идет с зеркальной полировочкой, включая ушки. Ну и задняя крышка здесь гордо написано антимагнитная. И, в принципе, основные характеристики и больше ничего. Я считаю, что это правильно. Ну, конечно, с учетом того, что антимагнитное – это достаточно редкость сейчас, хотя, казалось бы, наоборот, надо больше делать часов антимагнитных. Есть система быстрой замены ремешка, это прекрасно. Классическая такая фирменная бакля от Farreer. И очень приятный, мягкий такой кожаный ремешок. Здесь они подобрали именно синий, но там вариантов очень много, которые можно заказать с этими часами. И ремешки у Farreer прекрасны. Да. Вот этот ремешок прям аж приятно его трогать своими пальцами, потому что он реально классно сделан. Молодцы. Давайте еще немножечко посмотрим по весу, потому что это немаловажно. Немаловажно для часов. И здесь у нас получается 91 грамм. Не так уж и много. Вот он, многоуровневый цифр. Посмотрите, какая такая приятная сатинированная, нет, даже пескоструйная секундная стрелка с классическим наконечником для Farreer. Объемные накладные часовые метки.
Вот это кольцо у нас, да, которое идет чуточку ниже, чем основная часть циферблата. Заветная для многих надпись Swissmade. Ну и очень даже приятное качество отделки, характерное для Фарер. Что по итогам? Один из моих любимых брендов из Британии продолжает радовать классными новинками. И эта модель, как мне кажется, очень даже удачная. Да, понятно, что версия не для всех, но вы у Фарер можете посмотреть и другие пилоты, само собой. Но с точки зрения проработанности, с точки зрения характеристик, с точки зрения качеств, здесь, по-моему, все просто прекрасно исполнено. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.